Привет! Хотелось бы поговорить на такую тему, как деонтологическая этика или деонтология. Деонтологическая этика или деонтология моральной философии – это нормативно-этическая теория, согласно которой мораль действия должна основываться на том, является ли само это действие правильным или неправильным в соответствии с рядом правил, а не на последствиях действий. Иногда это описывается как этика, основанная на долге, обязательстве или правилах. Деонтологическая этика обычно противопоставляется консеквенциализму, этике добродетели и прагматической этике, так как в данном контексте действия важнее последствий. Более раннее использование этого термина восходит к Иеремии или Джереми Бентаму. Можете обратить на небольшой ролик на моем канале про Бентама, который вел его до 1816 года. Моральное обязательство может возникать из внешнего или внутреннего источника, такого как набор правил, присущих Вселенной, религиозный закон или набор личных или культурных ценностей. Все это, конечно же, может противоречить личным желаниям. Можете обратить на ролик небольшой на моем канале про христианство. В видео также приведены формулировки категорического императива. Теория этики Иммануила Канта считается деонтологической по следующим причинам. Во-первых, Кант утверждал, что для того, чтобы действовать морально правильно, люди должны действовать из чувства долга. Во-вторых, Кант утверждал, что не последствия действий делают их правильными или неправильными, а мотивы человека, который совершает действие. Хотя не все последователи деонтологической этики религиозны, некоторые верят в теорию божественного повеления, которая представляет собой группа связанных теорий, которые по сути утверждают, что действие является правильным, если Бог постановил, что оно правильно. Многие считают, что моральные обязательства вытекают из Божьих заповедей. Росс возражает против деонтологии Канта, которая основывает этику только на одном основополагающем принципе – категорическом императиве. Он утверждает, что существует множество обязанностей, определяющих, что правильно. Некоторые обязанности проистекают из наших собственных действий, таких как обязанность хранить верность, выполнять обещания и говорить правду, и обязанность возмещения ущерба, возмещать ущерб за противоправные деяния. Обязанность благодарности возникает из действий других. Другие обязанности включают обязанность не причинять вреда другим, обязанность благотворительности, способствовать максимальному общему благу, обязанность самосовершенствования, улучшать свое собственное состояние и обязанность справедливости. Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться деонтологическому плюралисту, заключается в том, что могут возникать случаи так называемой моральной дилеммы, когда требования одного долга нарушают другой долг.